Друзья, всем привет! Ну что, вы уже попробовали кучу разных оболочек? Ну и какая самая клевая? Дело в том, что даже на этом канале мы с вами перепробовали кучу разных решений, например, Claude Code, Codex, OpenClaw, Py мы много раз рассматривали. Все эти оболочки по-своему хороши и для решения своих задач огонь. Но, возможно, вы задавались вопросами типа таких. Хорошо, я развернул свою оболочку или агента, я прикольно с ней коммуницирую, и пока все идет в режиме чата, она отвечает, я спрашиваю, она отвечает, я спрашиваю, все круто. Когда кейсы становятся несколько сложнее, возникают вопросы. Допустим, у меня есть несколько агентов, а как сделать так, чтобы они могли, например, между собой общаться? Да не просто общаться, а обмениваться результатами своей работы. Например, какие-то файлики друг другу перекидывать, чтобы я прям про это не заботился. Или, а как иметь доступ и по API красивый к этому всему, ну и через какие-то наши мессенджеры тоже без проблем настраивать. Ну, секунд за 30, скажем так. Ну и, конечно, чтобы из коробки прям все это голосом управлялось. Но, например, а если у меня несколько агентов, а можно ли сделать так, чтобы первый умел передавать точные результаты своей работы второму, а второй, соответственно, третьему и так далее, пока цепочка не будет выполнена под жестким контролем. Ну или, например, такой экзотический кейс. Я бы хотел доступ к своему агенту ненадолго под контролем давать какому-то третьему лицу. Ну, допустим, своему родственнику или коллеге. Ну а если мне понадобится какая-то оболочка сверху, допустим, чтобы контролировать создание всех новых агентов, ну, например, для своих сотрудников, и из этой оболочки настраивать каждого агента, то, конечно, когда я про это все думаю, я осознаю, что все это можно сделать, все это можно настроить, но сколько придется потратить времени и усилий. Но самое классное в этом, что я хотел бы сказать, что такой агент существует, он объединяет вообще все, что мы только что проговорили здесь. Ну и естественно, он open source, набирает свои звезды на GitHub, он при желании разворачивается, ну, секунд за 30, мы сейчас с вами это увидим, хоть через веб-интерфейс, хоть через Telegram. И, конечно, у него есть куча накруток сверху для того, чтобы он был хорош для enterprise, для бизнес-решений. Про этого агента мы с вами уже когда-то говорили вот в этом видео. Называется он Agent. И, конечно, что я лично считаю достоинством, наша команда имеет отношение к развитию и становлению этого агента. И в духе отдачи обратно в наше сообщество мы все это держим open source. Давайте на него посмотрим, потому что недавно здесь произошло куча изменений, какие-то невероятные релизы. Я сам сейчас их пробую. Здесь, конечно, какое-то невероятное количество новых штук появилось. Естественно, вы все это можете развернуть у себя на собственном сервере абсолютно бесплатно. Здесь есть OneLiner, который делает это буквально за одну команду. Посмотрите, как это делается вот в этом видео, потому что там мы посвящали много времени как раз безопасности и нормальной работе этого агента на своем сервере. Но так как здесь появилась возможность развернуть это все очень быстро в облаке, получить какие-то кредиты для юзаджа, чтобы понять вообще подходит, не подходит, потому что я понимаю, что не всем нужны такие агенты. Давайте попробуем развернуть через Telegram, потому что этот бот делает следующие вещи. Он, во-первых, открывает ваш Telegram и сразу выдает вам несколько команд. Здесь все мега просто и прямолинейно. Нам нужно будет нажать кнопочку Create, и он уже спрашивает, как мы назовем ваш workspace. Дело в том, что агент пользуется всеми сильными сторонами современных агентов, и, естественно, его архитектура и функционирование построено на каталогах и текстовых файлах. И все. Для того, чтобы это работало прямо как будто бы на вашем компьютере, агент разворачивает на сервере отдельное ваше пространство в контейнере, где выделяет вам ваше собственное место на диске, где разворачивает все нужные каталоги, файлы. Более того, туда зашит даже теперь файловый менеджер, то есть вы сможете с этим работать, ну, буквально как у вас на компьютере. И даже вручную скачивать, загружать туда файлы, если захотите. Чтобы создать ваше персональное место на сервере, он спрашивает, как мы будем называться. Я назову агентом, в принципе, свой workspace. Дальше он спросит email для того, чтобы вы потом могли в вебе залогиниться, если вы захотите, хотя это будет не обязательно. Отправляем. Теперь пароль. Придумайте себе какой-то сложный пароль. Я для тестов отправлю простой, и теперь нам наш Telegram говорит, что уже создает наш агент. Сейчас пока процесс длится секунд 20 от самого начала. Так как мы разворачиваем собственный контейнер, ваш личный контейнер на сервере, это может длиться какое-то время. Например, это может 30-50 секунд длиться. То же самое будет происходить, если вы будете сайнапиться через веб-интерфейс. Готово. Реально заняло это где-то секунд 30. Помните, мы в прошлый раз обсуждали, что хочется построить агента, который может быть и супер простым, таким, что ваша мама может понять, как им пользоваться, и супер сложным, если вам это потребуется. На самом деле вся простота вот здесь и зафиксирована, потому что сейчас ваш агент развернут, и он уже готов с вами коммуницировать.
использовать. Говорим: «Привет, как твои дела?» На самом деле, так как вы разворачиваете все через этого бота, он уже проассоциировал ваш собственный агент с вашим аккаунтом Телеграма, и теперь вы уже начинаете общаться не с нашим ботом, а с вашим собственным агентом, который сейчас развернут и готов вам начать отвечать. «Привет, у меня все отлично, круто». В агент уже встроены масса возможностей, вам не нужно даже ничего сетапить. Там уже есть, например, веб-поиск, можем спросить. Я говорю, кто выиграл чемпионат мира по футболу недавний, даже с опечатками. Недавний чемпионат мира по футболу выиграла сборная Испании, она в финале обыграла Аргентину 1-0. То есть все, вся актуальная информация у нее есть, потому что у нее есть веб-доступ. Естественно, никого сейчас этим не удивишь, но обратите внимание, насколько все бесшовно происходит. Я лично просто сильно болею за простоту анбординга и начало работы с продуктами. Если мы сейчас с вами вызовем меню и здесь нажмем кнопочку «Инфо», он выведет вам ваш собственный workspace, который уже развернут. То есть он говорит, что вы также можете к вашему агенту постучаться через Agent Cloud, Agent AI. Если мы сейчас нажмем эту кнопку, вас перекинет на интерфейс логина. Так как вы уже вводили логин, то есть тут ваша почта должна быть. Кстати, эта же почта будет прикреплена в описании. Если вы попользуетесь агентом и поймете, что вам нужна помощь с его разворачиванием, либо захотите развернуть в своей компании, это супер сейчас для нас интересный кейс, потому что мы начинаем внедрение в бизнес-процессы в разных компаниях, поэтому, если что, пишите на него же, обязательно покоммуницируем про ваши кейсы. Итак, я просто ввел те же самые логин и пароль, которые я вводил у себя в Телеграме, но теперь они, естественно, работают и для вашего агента в вебе. Что отличает агент выгодно от других агентов? Здесь все, что происходит, сконцентрировано у вас внутри. То есть то, что сейчас происходило через Telegram, агент воспринимает как внешнюю сессию. То есть вся ваша коммуникация — это ваша собственность, потому что все развернуто внутри контейнера. Сейчас чат, который был инициирован через Telegram, он сохраняется здесь как внешний чат. Тут так и написано: внешняя сессия. То есть если я вернусь в свой Telegram и нажму раз «Привет», то мы увидим, что сейчас «Привет» появился в внешней сессии у вас в агенте. То есть здесь появился ответ, здесь появился этот же самый ответ, вы всегда это можете контролировать. Каким образом сейчас происходит вся коммуникация? Когда вы создаете новый аккаунт, вам выделяется некоторый юзадж. Если мне не изменяет память где-то на пару долларов, для того, чтобы вы как раз попробовали. Как только вы выбьетесь за этот лимит, вам нужно будет подключить вашу собственную модель, либо докупить кредиты, потому что агент предоставляет через себя вам доступ к модели, выбранной агентом. Соответственно, вы можете получить информацию здесь на Cloud Agent, ваш workspace, залогинитесь, вы видите, что у вас 14 дней доступно для того, чтобы ваш контейнер здесь крутился. Можете увидеть ваш storage, соответственно, так как вы реально занимаете место на диске, у вас есть 100 мегабайт. И как раз, да, как я и сказал, 2 доллара, 2 евро вам доступно. Здесь указано, да, что сейчас агент переключил меня на GLM-модель. Она нормальная по соотношению цена-качество и, соответственно, просто предоставляет вам доступ к этой модели через себя. Вы всегда сможете докупить кредиты на модель, если у вас нет собственного API-ключа, допустим. И также докупить месяц хостинга. Хостинг здесь стоит примерно по средним ценам. Соответственно, вы можете выбрать, сколько вам месяцев нужно для того, чтобы ваш агент крутился на серверах агента, либо разверните на своем собственном сервере. Как я сказал, проект open source, все можно делать у себя. Давайте перейдем к самым сладким вещам. Как я сказал, ваш агент доступен откуда угодно через API. То есть, если, например, у вас возникали вопросы, вот я себе сейчас настрою сложный проект, то каким образом мне получить доступ, например, инициировать все эти сессии из своего собственного приложения? Например, из вашего приложения вы можете послать запрос в агента, он отработает в соответствии с вашими правилами, с вашими скиллами, MCP-серверами и вернет ответ вам обратно в приложение. Здесь есть возможность сгенерировать bearer токен, и единственное, что вам нужно сделать, это отправить вот на этот endpoint сообщение. Соответственно, вместо localhost вы возьмете свой собственный домен, потом в вашем приложении вы просто пошлете HTTP request, не забыв вставить ваш токен. И здесь для того, чтобы различать разные сессии общения с вашим агентом, вы можете ввести рандомный идентификатор вашей сессии и отослать какое-нибудь сообщение. Например, опять же, давайте скажем «Привет», отсылаем. И теперь происходит ровно то же самое, что происходило с Telegram-ботом, только теперь ваш агент получил сообщение по API, отрабатывает его и возвращает «Привет, я оркестратор агент». Ровно точно так же, как это происходит и с Telegram. Если вы вернетесь в ваш собственный агент, вы увидите, что у вас здесь появилась внешняя сессия 1. Здесь есть ваш вопрос, который вы отослали откуда-то издалека, и ответ, который вам агент отослал по вашему API. Соответственно, мы потратили буквально 30 секунд, чтобы настроить все это великолепие.
круто работает прямо из коробки. Здесь есть коннект с Телеграмом, и нужно понимать, что Agent позволяет вам аж два разных коннекта с Телеграмом. Первый — это используя бот-настройщик, то есть который за вас все делает сам, создает workspace и сразу ассоциирует вашу сессию с вашим агентом. Если у вас есть свой собственный бот, вы можете его также подключить. Для этого вам даже не нужен будет домен. Соответственно, если вы развернете все это у себя на сервере, все это будет сразу работать из коробки. Вот я вставляю токен, нажимаю активировать, и все. Вам больше для этого ничего не нужно делать. С этого момента вы можете общаться через бота, который вы указали, с вашим агентом. Если вы сразу перейдете в ваш бот и начнете с ним коммуницировать, то у вас ничего не получится, потому что здесь вшита защита от несанкционированного доступа. Абы кто писать не сможет, но вы сможете вбить сюда свой ID, вам агент подскажет, какой у вас, когда вы в первый раз напишете через бота, и нажмете «Сохранить белый список». Соответственно, ваша ID-шка попадет в агент, и он разрешит вам доступ. Здесь у вас уже раскрываются, конечно, безграничные возможности. Вы можете отослать сообщение агенту. Соответственно, вы видите, как прямо здесь появляется внешняя сессия. Вам здесь отвечает ваш агент: «Привет, чем могу помочь?» И здесь вы приобретаете вариативность, потому что в агент встроена транскрибация локальная вашего голоса. Вы можете сделать так: «Привет, мне очень интересно узнать, что такое агент. Расскажи мне, пожалуйста». Вы отправляете ваше голосовое. Агент говорит, что начинает расшифровку голосового локально, и сейчас вы получите ответ на то, что записали голосом. Все, буквально за несколько секунд мне прилетает ответ от агента на мое голосовое сообщение. Естественно, вы можете делать все то же самое и в интерфейсе. «Привет, как у тебя дела? Давай с тобой поболтаем». Все, соответственно, ваш текст сразу транскрибируется, попадает в чат. И когда мы с вами хотим перейти от игрушечных кейсов к более серьезным кейсам, мы можем с вами воспользоваться пресетами. Здесь, например, есть несколько, которые мы обсуждали в последних видео. Например, есть пресет, который превратит ваш агент в RAG-агента, причем сделать это специальным образом. Ваш собственный агент, общий агент, останется нетронутым, но что произойдет? У вас внутри агента образуется новый проект или один подагент, который на вход получает нужный скилл, и весь скилл уже написан таким образом, чтобы он вам развернул всю инфраструктуру для того, чтобы этот конкретный проект превратился в RAG-агента. Сейчас это будет занимать довольно большое время, потому что он будет проходить по всем этапам, и сейчас он нас просит массу вопросов для того, чтобы зафиналить этап. Он спрашивает: про что наш RAG? Но это база знаний, поэтому давайте так и скажем, это база знаний. Спрашивает, где мы будем хранить все твои векторы? Ну, у меня есть свой Postgres, соответственно, я ему хочу сказать, что свой Postgres, соответственно, должен буду дать ему строку коннекта. Он так и говорит, что буду ожидать, что ты ее положишь в rag.env. Здесь открывается следующая крутая штука агента. У агента есть встроенный файловый менеджер. Соответственно, если вы находитесь в оркестраторе, это босс всех проектов, он имеет доступ к каждому из них. Как вы видите, внутренний проект Ishinkarag — это всего лишь каталог в его структуре. Если вы перейдете на проект Ishinkarag, вы увидите все те же самые файлы, но уже изолировано конкретно в этом каталоге. И нам агент говорит: положи в rag.env, соответственно, переменное окружение, доступ к нашей базе. Каким образом мы это делаем? Мы, если хотим, раскрываем этот каталог. Если нам нужно здесь создать какой-то файл, так и нажимаем «Новый файл». Он спрашивает, как мы назовем новый файл. Мы говорим .env, Enter. И здесь есть встроенный редактор текстовых файлов. Я здесь пишу database URL, и я еще знаю, что он у меня попросит API-ключ от какой-нибудь нейронки для эмбеддингов. В прошлый раз мы с вами использовали ключ от OpenAI. Давайте его же и вставим сюда. Он будет называться OpenAI API Key. Я сейчас ставлю два значения, сохраню и продолжим. Я только что вставил все значения в .env в папочке RAG. Отправляю это сообщение. Сейчас настройка должна продолжиться нашего RAG-агента. Сейчас он проверит, есть ли там наши значения. Да, круто, он сюда все выводит, скрывая пароли, чтобы в чат они не попадали. Все отлично. Он сразу предлагает нам разумные значения умолчательные. Я ему говорю, все форматы, все умолчания. Ничего мне неохота здесь изменять, пускай используют все, что нужно. И теперь продолжает настройку, финализируя то, о чем мы с ним договорились. Ну что, буквально за пару минут вся настройка готова. И так как у вас здесь есть файловый менеджер, вы можете видеть, что внутри проекта у вас создалась структура каталогов, где есть все необходимые файлы для того, чтобы ваш агент функционировал. Вот в этом видео мы обсуждали, что это не простой скилл, а он позволяет вам держать актуальность. То есть ваш агент будет сам запоминать, какие файлы он уже отработал, будет следить за тем, какие уже изменились,
договорились для того, чтобы слать обновленные векторы в вашу базу. Давайте пробовать. Давайте для того, чтобы сохранять порядок, я здесь создам внутри папочки RAG каталог файлы, вот у меня здесь появляется, и закину сюда наш любимый гражданский кодекс. Вот я беру его и прямо из своего локального компьютера перетаскиваю на нужный мне каталог. Сейчас загрузочка произойдет, и внутри каталога Files появится мой гражданский кодекс. Вот он у нас здесь появился. Теперь я нажимаю новый чат и могу сказать такое. Так, я только что сложил новые файлы себе в RAG, давай их отрабатывать. Отправляем сообщение. И так как наша нейронка все уже знает про то, что такое RAG, в скилле это все описано, она сейчас посмотрит, что у нас есть в RAG, как настроен оператор, и будет отрабатывать наши файлы. Сразу же видит новый файл, который мы положили, гражданский кодекс, и начинает апдейтить индекс CSV для того, чтобы запомнить, что с ним она уже поработала. И все, нейронка разбивает нам на 43 чанка наш файл и записывает в векторную базу. Идем проверять. Вот наша база, куда записались наши 43 чанка, где у нас прописано, откуда она их взяла, название файла, индекс чанка, то есть ровно то, что нам нужно для того, чтобы потом поработать с RAG. Нам теперь ничего не мешает просто спросить. Давай с тобой порассуждаем, что будем делать с компенсацией ущерба от действий госорганов. Как мы видим, нейронка сразу понимает, что у нас в базе есть 43 чанка по конкретному файлу, сразу находит релевантные файлы, которые помогут ей ответить на наш вопрос. Лучший результат статья 16, но обрезан. Сейчас она посмотрит другие чанки, сформирует нам ответ. Ну что, нейронка быстренько проверила по векторной базе все данные и сделала даже сравнительную таблицу. Статья 16, статья 16.1, сделала разбор и дала нам полный ответ. И даже сказала, что чего-то не хватает в этой базе, ну потому что гражданский кодекс у нас реально был обрезан по нескольким первым десяткам страниц. И здесь вы, наверное, уже начинаете догадываться, в чем же магия всей этой системы. Вы запросто можете вернуться в ваш Telegram, здесь выполнить команду new для того, чтобы обнулить контекст и начать новый диалог и спросить. Залети, пожалуйста, в проект Ишенка RAG и там проверь по RAG, что происходит с компенсацией от действий госорганов, которые нанесли какой-то ущерб. Теперь, так как мы общаемся с нашим собственным RAG и с оркестратором, он теперь уже знает, что круто бы все это поискать в определенном проекте и подготовить ответ, вернуть нам этот ответ. Так как этот процесс может занять время, то есть он полезет в векторную базу, все это инициировано было нашим голосом. Ну, кстати, довольно быстро все это произошло. Мы видим, что ответ сопоставим, то есть, в принципе, все, что нужно, он нам нашел. И теперь мы можем, например, такое сказать. Сложи это в маленький аккуратный файл текстовый и пришли мне сюда обратно в Telegram. Так как агент еще умеет работать с файлами, которые он получает из вашего Телеграма и может их отсылать обратно. Сейчас он попробует понять, что мы сказали, и подготовить файлик, выслать нам его обратно. И вот мне пришел текстовый файл, который называется «Госорганы компенсация». Загружаем, открываем файл. Источники указаны, статья указана, ключевая разница. Все, что мы получили в ответе, теперь собрано в отдельный файл. Если мы теперь вернемся в наш RAG-проект и раскроем здесь каталог RAG, то мы увидим, что конкретно этот файл был сохранен еще и нам на диск. Именно отсюда он был выслан нам в Telegram. Круто! Я сейчас перейду в оркестратор, нажму новый чат и хочу уже не пользоваться нашими предустановленными скиллами, а создать новый крутой проект. Я так и скажу: создай проект Higgsfield и установи туда скилл Higgsfield. Ну что, проект Higgsfield у нас создан. Теперь наш агент неожиданно получил возможность генерировать изображения, видео и прочие графические материалы. Давайте протестируем. Ну и вот буквально через пару минут наше пиксельное яйцо готово. Отлично. Теперь настало время поговорить про одну крутую вещь, которая как раз позволяет вам объединять разные проекты из разных миров, но работать в предсказуемом ключе и обмениваться результатами работы между собой. Эта штука называется пайплайны. Звучит это примерно таким образом. Давай сделаем пайплайн. Сначала сходи в RAG проект, поищи там по RAG, что делаем. Если нужно компенсировать убытки от результатов работы госорганов, сохрани это в файл, потом иди в проект Higgsfield и сделай изображение по результатам работы первого проекта. Чем пайплайны отличаются от обычного промптирования нейронки? В пайплайнах нейронка всегда создает артефакты. Это внутренний механизм агента. Артефакты — это файлы для того, чтобы никогда никакой контекст не терялся. То есть нейронка отработает проект номер 1, то есть наш RAG-проект, все результаты, сохранит в текстовый файл как артефакт. Потом этот артефакт передастся в следующий проект, проект Higgsfield, и
он уже будет работать ровно по этому файлу и сохранит свои результаты тоже в следующий файл. Таким образом, вы можете наслаивать несколько проектов один на другой и передавать результаты работы друг к другу. Мы видим, как он уже нашел все нужные проекты, даже если мы писали на русском языке, сейчас он будет создавать Start Project Sequence, то есть последовательность проектов, что есть пайплайн. Теперь, если мы с вами перейдем в настройки, дальше в пайплайны, мы увидим, что у нас с вами создан пайплайн, который выглядит следующим образом. Поиск вики, компенсация ущерба от госорганов, потом создание картинки по найденной истории. И как мы видим, только что статусы превратились в completed, то есть завершенный. Если мы сейчас перейдем внутрь нашего пайплайна, мы увидим, что пока шаги пайплайна мы проходили, был шаг номер 1, он completed, описано, что было сделано, какие результаты были получены. Шаг номер 2. Сейчас мы видим, что здесь есть результат, отчет по вики, компенсация ущерба от госорганов, то есть краткий ответ по первому шагу. И дальше еще написана иллюстративная история для визуализации для шага Higgsfield. И здесь описано все, что мы хотим создать по шагу номер 1. Также уже здесь создана наша картинка PNG. И если мы ее с вами откроем, к качеству картинки есть претензии, потому что была использована первая попавшаяся модель. Но мы видим, что все сделано ровно по истории, которую мы обозначили. Друзья, по сути, это создает для нас бескрайние возможности, потому что мы можем создавать какое угодно количество проектов, сетапить их нужным способом, прокидывать туда нужные MCP-серверы, скиллы, потом организовывать цепочки работы этих проектов с точной передачей артефактов от первого ко второму, к третьему, к четвертому и так далее. Как я упомянул в самом начале, у Agent есть и корпоративная часть в том числе, которая позволяет делать следующие вещи. Базовая. Вы можете контролировать все инстансы, которые созданы у вас в Agent, создавать новые при желании, удалять старые. Таким образом, если у вас, например, есть коллектив сотрудников, вы можете для каждого из них отсюда создавать свой собственный агент. У него будет свой собственный домен. К любому агенту вы можете добавлять внешние чаты. Допустим, если у вас есть ваш агент, и вы хотите, чтобы доступ, например, к Ишенко RAG был у вас всегда извне, например, давать его внешним людям, в панели выбрать конкретный инстанс, куда вы будете подключаться, соответственно, здесь уже выбрать конкретный проект, допустим, Ишенко RAG, нажать создание ссылки, и у вас появляется ваша ссылка, которую вы можете открыть теперь, увидеть, что у нее есть имя, и начать переписку с вашим конкретным проектом уже извне. То есть ссылка эта публична, кому дали, тот будет ей пользоваться. Все, приветствие пришло. Также здесь есть еще одна крутая возможность. Вы можете дружить агенты между собой, то есть создавать им единое пространство. То есть вы можете создать отдельный каталог, назовем его Sales, допустим. В тот момент, когда мы его создаем, у нас появляется некоторый общий каталог. Теперь к этому общему каталогу мы можем подключать любые инстансы, если у нас их несколько. Я хочу к своей свежей папке Sales подключить, например, и agent в режиме read-only. Также к этой же самой папке я хочу подключить еще один инстанс Илья, только уже в режиме read-write. Соответственно, у меня один инстанс может только читать из этой папки. У меня указано, что agent имеет право только на read-only, а Илья проект может делать read и write. Это что значит? Если сейчас я зайду в свой инстанс Илья, я увижу, что у меня здесь уже появилась shared папочка Sales. И я говорю, давай создадим с тобой короткий стишок на 4 строчки и положим его в каталог Shared и в нем в каталог Sales. Отправляю и теперь наблюдаю за тем, как моя нейронка положит в мой каталог зашаренный новый стишочек. Теперь, если я перехожу в каталог Shared, Sales, вижу, здесь лежит моя поэма в формате TXT. Быстро перескакиваю в следующий инстанс, agent, и здесь вижу, что мой каталог shared, sales, и здесь лежит та же самая поэма. Но теперь, если я попробую ее поредактировать и говорю, добавь 2 строчки снизу в поэму в каталоге shared sales, у меня сейчас мой агент попробует это сделать, пытается редактировать, и у него ничего не получается сделать, потому что этот каталог для него живет в режиме read-only. Это мы сами настраивали, когда прокидывали сюда shared folder. То есть таким образом вы сможете обеспечивать перетекание данных между вашими агентами, создавать, редактировать агенты для ваших коллег, прокидывать нужные нейронки, контролировать, кто сколько использует, а также давать доступы к выбранным проектам для внешних читателей. Друзья, пробуйте пользоваться агентом.
эгентом, ставьте себе на собственные серверы, разворачивайте на облаке эгента. Если уже вы досмотрели до этого момента, значит, вам интересна вся эта тематика, подписывайтесь на канал, поставьте звезду для эгента на гитхабе, команда будет очень признательна вам. Если у вас, допустим, есть какие-то кейсы, которые, как вы считаете, в эгенте пока не покрыты, тоже напишите нам на почту. Ссылки и на эгент, и на гитхаб, и на почту я оставлю в описании. Если вам нужна будет помощь в его разворачивании, тоже пишите туда же. До скорых встреч, увидимся!